Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. И сейчас я вам покажу самую топовую сборку ПК в 2020 году, которая потянет не только Cyberpunk 2077, но и сможет радовать вас на протяжении многих лет. Но перед тем, как мы начнем делать игровой ПК, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для вас это секунда делов, а для меня это будет лучшей благодарностью за проделанный труд над этим видео. Ну что ж, бюджет нашей сборки ПК сегодня составляет 50 тысяч рублей. За эти деньги мы соберем полностью весь компьютер, включая SSD, корпус и, конечно же, поставим башню на процессор. И первым делом идем в магазин и выбираем материнскую плату под сокет AM4. Я выбрал самую народную материнскую плату Gigabyte B450M DS3H. Эта мать отлично справляется с 6-ядерными процессорами Ryzen и даже может потянуть 8-ядерник. Если вы не хотите выкидывать на материнку треть бюджета сборки, то уверенно берем ее за 5099 рублей и получаем царские 4 слота под оперативную память и радиатор на мосфетах. Процессор в нашей сборке ПК за 50к должен спокойно нам дать пройти Cyberpunk и не быть узким местом. Поэтому берем народного короля 2020 года за 9399 рублей и ставим его в наш игровой компьютер. Ryzen 5 2600 – это идеальный процессор по балансу между ценой и производительностью. Плюс ко всему он обладает неплохим разгонным потенциалом и спокойно справляется со всеми современными играми. Можно было бы присмотреться еще к Ryzen 5 1600 AF, который в разгоне и является тем же 2600 Ryzen. Но чтобы все могли получить идеальный FPS, я не стал его включать в сборку. Ведь многие попросту не знают, как разогнать процессор, и делать сборку с учетом разгона было бы не очень правильно. Ну а чтобы наш процессор смог раскрыться на полную в Киберпанке, я включил в сборку один из лучших китов оперативной памяти за свою цену. И это HyperX Predator с частотой 3200 МГц за 6899 рублей. Из коробки мы получим уже отличную частоту по XMP, а в разгоне эти планки легко берут 4000 МГц. Под радиаторами у них прячутся очень неплохие чипы от Hynix SEDAI. Если вы захотите раскочегарить эти планки до 4000 МГц, то я вам скажу ориентировочные тайминги, от которых можно начинать плясать. И это 18, 23, 23, 45 с RFC 660. На таких таймингах планки выдают полную стабильность в тестах. Но возможно более удачным вариантом будет выставить 3800 МГц с более низкими таймингами. Охлаждение для процессора я выбрал с запасом под небольшой разгон. Это башня Deepcool Gammax 200T, способная отвести от процессора 100 Вт тепла. Можно было бы присмотреть что-то более крутое, но у нас сегодня сборка ПК всего за 50 тысяч рублей. А этого кулера с головой хватит нашему Ryzen. Так что берем его за 1199 рублей. На видеокарте особо экономить не будем, но и взять топовую 2070 бюджет нам не позволяет. Поэтому возьмем самую оптимальную по цене и производительности видюху GTX 1660 Super Gaming Pro от компании Polit. Ее производительности нам вполне хватит для игр в тот же Cyberpunk 2077 или остальные современные игры. А ее ценник 18099 рублей делает ее лучшей картой для нашей сборки ПК. Ну и из главных комплектующих осталось только выбрать блок питания. Можно было бы удешевить сборку и взять какой-нибудь Thermaltake, но я хочу, чтобы эта сборка была идеальной от начала и до конца. Поэтому переплатим немного денег и возьмем Be Quiet System Power 9 на 600 Вт. Можно выбрать и версию на 500 Вт, но разница в цене не столь существенная, поэтому лучше взять с запасом на будущее, чтобы при апгрейде видеокарты не бежать за новым блоком питания. Кстати, на моем канале есть видео про выбор блоков питания для процессоров Ryzen. Там я перечислил самые актуальные модели до 4000 рублей. Можете посмотреть его и выбрать какой-нибудь блок питания оттуда. В качестве накопителя я не стал добавлять сюда жесткие диски, так как в целом мне уже давно уходят на второй план. Поэтому берем SSD от Kingston на 480 ГБ за 4399 рублей. За эти деньги мы получим достаточно места даже под самые новые игры, а также будем сидеть на царской скорости, которая точно не будет слабым местом. Ну и соберемся мы на вполне сильном корпусе Aerocool Ceylon за 2950 рублей. На мой взгляд, это неплохой корпус как внешне, так и внутри. Чего-то особого от него ждать не стоит, но это явно лучше, чем дешевые аккорды за 1000 рублей. И в целом наша сборка под Cyberpunk 2077 выходит нам в 53 094 рубля.
За эти деньги мы получаем идеальный игровой компьютер, который имеет как возможность апгрейда, так и неплохой запас по разгону. Такая сборка компьютера гарантирует вам стабильные 60 FPS на высоких настройках в новом Киберпанке, а также во всех ближайших новинках, которые будут выходить в ближайшие пару лет. Я попытался сделать максимально крутой баланс между народным процессором и качественной оперативной памятью, которая даст ему все возможности покорять большой FPS. Не забудьте написать в комментариях, нравится ли вам такая сборка ПК, или вы бы хотели в ней что-то поменять. Все ссылки на комплектующие я оставлю в комментарии под видео. Но если вы хотите посмотреть, на что способен этот ПК в какой-то конкретной игре, то вы легко можете найти тесты Ryzen 5 2600 в паре с GTX 1660 Super и посмотреть. Также хочу напомнить, что вы можете задать мне любой вопрос касательно сборки ПК в сообщениях моей группы ВКонтакте. Плюс есть неплохая идея создать Discord канал, где можно будет пообщаться, отдохнуть и поиграть в игры. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!